Глава 64. Селень утешительно произнес: «Не бойся, все хорошо, я просто хочу осмотреть твои раны». Мальчик прижал ладошки к лицу еще плотнее. Принц мог увидеть лишь огромный черный глаз, в котором плескался страх. Этот страх не походил на боязнь, что принц его ударит. Мальчишка, более вероятно, боялся что-то ему показать. Глядя на маленькое личико и огромный глаз, Селянь подумал, что уже где-то видел это дитя, и чуть сощурился. Цзэжун решил, что лицо принца исказилось злостью, и выпалил: «Мой царственный брат, этот мелкий задохлик вчера испортил твое великое торжество, я помог тебе отвести душу. Не волнуйся, я знаю меру, смерть ему не грозит». И ведь действительно. Принц держал на руках того самого ребенка, который вчера на празднике фонарей во время торжественного шествия в честь жертвоприношения небесам свалился с городской стены. Неудивительно, что мальчик показался Селяню знакомым. На нем даже одежда была та же самая, что и вчера, только теперь стало еще грязнее после побоев и того, как Цзэжун проволок его в мешке по земле, поэтому совершенно не представлялось возможным разглядеть ее прежний вид, не говоря уже о самом мальчике. Селянь, не в силах сдержать гнев, заорал на Цзэжуна: «Кто сказал тебе, что мне нужно отвести душу? Причем здесь дитя?» Это ведь не его вина. Цзэжун тут же нашелся с ответом: разумеется, это его вина. Если бы не он, разве советник стал бы тебя ругать? Они наделали такого шума, что зевак вокруг собиралось все больше, прохожие начали шептаться. Как раз вовремя подоспел Му Цин. Увидев его, Цзэжун указал на юношу кнутом и с упрямым выражением, которому добавилась еще и злость, бросил: «И еще этот твой слуга». При одном взгляде на него становится ясно, что он не из тех, кто знает свое место. Если ты сейчас не научишь его должной покорности, рано или поздно он взбунтуется и пройдется по твоей голове. Я хотел помочь тебе проучить нахала, а ты вместо благодарности защитил его, а на меня пожаловался. Дядюшка и тетушка отругали меня, да еще приказали забрать у меня золотую повозку. Брат, это мой подарок на день рождения. Я больше 2 лет мечтал о ней. Му Цин накинул Цзэжуна абсолютно безэмоциональным взглядом. Селянь же так сильно разозлился, что даже рассмеялся: «Мне не нужны от тебя такие поступки во благо. Скажи, ты правда желал помочь мне отвести душу? Или хотел отвести душу сам?» Цзэжун воскликнул: «Брат, зачем ты так говоришь? Я ведь на твоей стороне». «Что я сделал не так, Селянь?» Понимая, что объяснить ничего не получится, сказал: «Цзэжун, послушай внимательно, с сегодняшнего дня и впредь тебе запрещается трогать этого ребенка даже пальцем, ты меня слышал?» В этот момент Селянь ощутил, как на шее что-то сжалось. Все еще гневаясь, он удивленно замер и опустил взгляд, увидев, что ребенок зарылся лицом у него на груди, ручками крепко обхватив принца за шею. Селянь почувствовал, что малыша бьет дрожью, и решил, что у него что-то болит, поэтому взволнованно спросил: «Что такое?» Ребенок с ног до головы был покрыт землей, песком и кровью, и теперь вся эта грязь осталась на белых одеяниях Селяня. Но принц не придал этому ни малейшего значения, лишь осторожно похлопал мальчика по спине, успокаивая его, и уверенно произнес: «Все в порядке. Я прямо сейчас отведу тебя к лекарю». Мальчонка не ответил, только прижался еще сильнее. Крепко, не желая отпускать, будто держался за спасительную соломинку, от которой зависела его жизнь. Цзэжун, видя, что Селянь совершенно не испытывает к нему признательности, да еще направил все внимание на какого-то незнакомого мальчишку, запачкавшего одеяние принца темно-грязными кровавыми следами, разгневался так, что его душа воспылала от досады. Юноша взмахнул кнутом и нацелил удар ровно в голову ребенка. Но Фэн Синь, который как раз стоял поблизости, в тот же миг взлетел в воздух и отбил руку Цзэжуна ударом ноги. Раздался неприятный хруст, затем громкий крик Цзэжуна. Кнут упал на землю, а рука юноши согнулась под неестественным углом, безвольно повиснув. Сам Цзэжун, все еще не в силах поверить в случившееся, лишь спустя какое-то время медленно поднял голову и зло уставился на Фэн Синя, выплюнув слово за словом:
«Как ты посмел сломать мне руку?» Фраза сквозила пронизывающим до костей холодом. Фэн Синь же лишь после осознал, что натворил, его лицо мгновенно переменилось. И еще сильнее, чем его собственное, исказилось лицо Му Цина. Как бы Ци Жун ни был ненавистен им ранее, это дело одно. Но если кто-то, будучи телохранителем, вдруг совершал ужасную оплошность, ломал руку представителю царственного рода, это уже совершенно другое, даже с ребенком на руках и толпой зевак за спиной. В непростом для уклонения положении Селянь все равно смог бы с легкостью увернуться от удара, если бы понадобилось. Но Ци Жун напал слишком агрессивно и столь внезапно, что Фэн Синь не успел даже подумать, как тут же вмешался. Теперь ситуация становилась еще более запутанной, принц не мог это предотвратить, да и не собирался тратить время. Одежда на груди Селяня совсем запачкалась кровью, но он не стал снимать ее, малейшее промедление могло стоить ребенку жизни. Поэтому принц на месте принял решение, сделал глубокий вдох и громко объявил: «Уважаемые собравшиеся, если сегодня кого-то из вас коснулось данное происшествие, и вы понесли какие-либо убытки, прошу вас пока записать масштабы потерь, позднее я непременно возмещу все разом. Ни в коем случае не откажусь от ответственности». Затем принц повернулся к Фэн Синю и Му Цину. «Первым делом нужно спасти ребенка. Уведите Ци Жуна, не позволяйте ему снова творить бесчинство на улицах». Договорив, принц с мальчиком на руках развернулся и помчался в сторону императорского дворца. Фэн Синь повиновался приказу, его лицо приняло обычное выражение, юноша одной рукой подхватил негодующего Ци Жуна за шиворот и побежал следом за принцем. Караульные на воротах императорского дворца, увидев его высочество наследного принца, который ушел всего час назад, а теперь ураганом влетел обратно, подивились, но, разумеется, препятствовать не посмели. Поэтому Селянь сразу побежал к придворным лекарям. Приказав Фэн Синю и Му Цину, которые держали Ци Жуна, оставаться снаружи, он сам вошел во внутренние покои. Его высочество наследный принц крайне редко возвращался во дворец и еще реже отдавал кому-то приказы, поэтому лекари, разумеется, немедленно сбежались на зов. Селянь посадил мальчика на стул и сказал: «Простите, что затрудняю вас». Мальчишку только что избили несколько взрослых, потом затолкали в холщовый мешок и проволокли по земле. «Будьте любезны, помогите мне осмотреть, не поранил ли он голову». Это вопрос первостепенной важности. Лекарям раньше никогда не приходилось видеть, чтобы кто-то из членов правящего дома или аристократии врывался к ним с каким-то дикарем-замарашкой и просил его вылечить. Однако они всегда беспрекословно исполняли указы, поэтому тут же согласно закивали. Один из них обратился к мальчику: «Малыш, для начала опусти руки». Но мальчик, который вел себя крайне послушно, пока Селянь нес его на руках, вдруг начал упрямиться, ни в какую не соглашался опускать руки, закрывая правую половину лица. Каким бы терпением ни обладали лекари, если больной не дает себя лечить, они ничего не могли поделать. Все посмотрели на Селяня. «Ваше высочество», Селянь мягко поднял ладонь. «Возможно, он просто боится незнакомых. Все в порядке, предоставьте это мне». Мальчик сидел на стуле, и чтобы поравняться с ним взглядом, принцу пришлось чуть наклониться. Он склонил голову набок и спросил: «Как тебя зовут?» Ребенок устремил на него неотрывный взгляд огромного глаза. В черном зрачке отразилась белоснежная фигура принца. Такой взгляд менее всего ожидаешь увидеть от маленького ребенка. И если подбирать описание, как нельзя лучше подойдет сказанная Фэн Синем фраза, будто одержимый, словно в него вселился демон. Помолчав, мальчик опустил голову и ответил: «Хун». Его голос звучал тихо, притом низко и немного неразборчиво, будто он не хотел отвечать и в то же время немного стеснялся. Селянь смутно расслышал слово «хун», после чего спросил: «Сколько тебе лет?» Малыш ответил: 10. Селянь задал вопрос просто так, чтобы рассеять настороженность мальчишки, но услышав, как тот робко ответил 10, удивленно замер и подумал: я был уверен, что ему только 7, самое большее — 8, а оказалось, уже 10. Малыш в самом деле ужасно исхудал.
Помолчав, Селянь мягко улыбнулся. «Сейчас лекари осмотрят твои раны. Не бойся, опусти руки, ладно?» Мальчик, услышав, нерешительно замотал головой. Селянь спросил: «Почему ты не соглашаешься?» Ребенок долго молчал, прежде чем ответить: «Уродец». Ответив лишь одним словом, он окончательно отказался опускать руки и показывать лицо, как бы его ни уговаривали. Селянь поклялся, что не станет называть его уродцем, обещал не смотреть, даже отвернуться. Ничего не помогало. В столь юном возрасте мальчик оказался на редкость упрямым. Делать нечего, лекарям оставалось только задать ребенку несколько вопросов, потом попросить назвать несколько чисел, которые они показали на пальцах, чтобы убедиться, что у мальчика не кружится и не болит голова, что он прекрасно все видит, а затем приступить к осмотру и лечению ран на теле. В процессе осмотра лекари явно выражали недоумение, то и дело цокая языком от удивления. Селянь, который все время стоял рядом, услышав, спросил: «Уважаемые, что с ним?» Один из лекарей, не выдержав, поинтересовался: «Ваше Высочество, этого ребенка в самом деле избили и протащили в мешке по земле?» Селянь даже растерялся на мгновение, прежде чем переспросить: «Считаете, я мог солгать? В таком случае весьма поразительно. Нам еще не приходилось встречать таких стойких, как он. У него сломаны 5 ребер и нога, по всему телу множество ушибов и ран, и тем не менее он все еще может сохранять ясное сознание, сидеть, стоять и отвечать на вопросы. Такое не всегда под силу даже взрослому, что уж говорить о 10-летнем ребенке». Селянь, услышав о столь тяжелых ранах, ощутил, как гнев на Цзэжуна разгорелся в душе с новой силой. Потом взглянул на мальчишку, который сидел на стуле, будто бы вовсе не чувствуя боли, и лишь украдкой неизменно поглядывал на принца своим огромным черным глазом. Заметив, что Селянь поймал его взгляд, он тут же отвернулся.